Снег ложился тонкими, тихими хлопьями, окрашивая улицу в мягкий серо-белый тон. Мужчина в темно-зеленом пальто спешил по своим делам, когда заметил двух девочек у массивного входа в старинное здание. Они стояли рядом, плечом к плечу, будто прижались друг к другу от холода или от страха. Одна младше, со светлой косой, другая, постарше, с непослушными кудрями, в сером свитере, явно не по погоде. Он подошел ближе, сначала хотел просто узнать, не потерялись ли они. Но когда наклонился, его лицо застыло. Слова девочек прозвучали как удар. Все вокруг будто замерло. Он не знал, что сказать, но сразу понял — это не фантазия, не преувеличение. Это правда. Позже, в тот же вечер, он нашел подтверждение. Их мать действительно умерла всего 4 дня назад, внезапно, без возможности что-либо изменить. После похорон девочек передали в приют. Но через сутки они сбежали. Старшая решила, что лучше быть на улице, чем возвращаться в место, где никто не смотрит в глаза. Мужчина не мог оставить все как есть. Он был не тем, кто проходит мимо. Позвонил знакомым, встретился с органами опеки. Начал оформлять документы. У него не было собственных детей, и он не думал, что когда-нибудь станет чьим-то отцом. Но все произошло так быстро и так правильно, что сомнений не осталось. Прошло несколько месяцев. Теперь в его доме звучал детский смех. В комнате, где раньше стоял строгий письменный стол, теперь валялись плюшевые игрушки, книжки, краски. Девочки стали частью его жизни. Не как гости, не как обязанность, как семья. По вечерам они устраивались у камина, играли в настольные игры, читали вслух, а он готовил им ужин. Они называли его папа не сразу, но в тот момент, когда это впервые прозвучало, он понял, жизнь начала новый, неожиданный, но правильный виток. И иногда, когда снег снова падает за окном, он вспоминает тот день у дверей здания, когда две маленькие фигуры стояли на холодной улице, и как одно решение изменило все. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.